связи IT-армия. Главная задача IT-армии – распространение правды, которой в России практически не осталось. ФСБ и Роскомнадзор мгновенно блокируют любое проявление правды, закрывает СМИ, запрещает выступления известных деятелей культуры, которые мыслят иначе, и вам остается лишь поглощать ужасное вранье каналов, полностью контролируемых властью. Если вы читали Джорджа Оруэлла, то даже в его антиутопии все было не столь печально. Наша задача – прорвать железный купол ФСБ над вашими головами и сердцами, и поэтому IT-армия, первое, помогает известным российским бизнесменам и политикам говорить правду, которую не думают, но боятся озвучить. Так, 2 апреля на сайте авиастроительной компании «Сухой» появилось заявление генерального директора Юрия Слюсаря с резкой критикой войны, раскрытием информации о проблемах с иностранными запчастями для самолетов и, как следствие, ухода с занимаемого поста. Конечно же, это заявление разместили мы, но все тезисы взяты из реальной переписки господина Слюсаря с коллегами и друзьями. 6 апреля уже на сайте «Газпрома» появилось заявление господина Мильнера, где он критикует войну и действия российской верхушки. В околокремлевских кругах давно знают о его позиции. Мы же просто сделали ее публичной, полностью собрав его мысли из переписки. А вы же понимаете, что если мы взломали систему самой богатой компании России, то мы можем взломать все, что захотим. Второе. IT-армия доносит до вас правду через размещение на российских сайтах реальных фотографий и истории войны, убийства мирных граждан, известия российских солдат. Да, иногда мы взламываем не только сайты российских кровавых корпораций, но и онлайн-магазины, лишь с целью показать вам правду. Третье. Мы способны остановить работу любой российской системы. Это может быть как крупный санкционный банк, ВТБ или Сбер, большая корпорация, например, Евраз, или даже выдачу патентов, маркировок или ветеринарных документов в России. Мы не злоупотребляем пока что такими атаками. Еще раз обращаю ваше внимание, наша цель исключительно правда. И четвертое. Вы получаете звонки с правдивой информацией о войне, об убийстве ваших детей, парней или мужей, о преступной деятельности ваших тиранов, об отправке на войну призывников как пушечное мясо. Путин и Шойгу вынуждены оправдываться в ответ на наши информационные сигналы, но правда за нами. И пока вам разрешают выходить в сеть, вы будете узнавать правду. На связи была IT-армия.